Бодро. Так, смотрите, это флексовые пики пошли. То есть тут ребята очень хорошо уже играют. Типа тут не лоял свиньи. Я думаю, что Акали пойдет на топ, а Трокс пойдет на мид, скорее всего. Акали будет преследовать Джакса как можно дольше. Возможно, мы увидим какого-нибудь Акали против... Или Атрокса против Джакса мы увидим на миде, а Акали против Ланки будет стоять на топе. Я вместо Нила Джакса, кстати, я видел, так делают некоторые чуваки. А Алистар хороший пик вылил, можно пикать Алистара. И сейчас Нила проигрывает игру, это пиздец как ебано, потому что у меня ставка на то, что у Нилы будет самый высокий винрейт на ЧМе, имея 5 игр. Но, блядь, значит, ведет игру, то это пиздец, у него до этого уже высокий никогда не будет. И поэтому за RNG спамят просто люди. Все, обе команды играют на сцене, шок. Как здесь хуйня, да. Where Gala Shahu, they're going to be looking to jump in to find that assassination potential, which I don't know if it's there if they don't find sizable early leads, right? For RNG, it's going to be a lot about picking off individual targets with the Vilo block. Будет 100% 4 игр, да не, нахуй, шучу, невозможно. Нила будут пикать сильные команды, я уверен. Так, что, погнали, возвращаем все хуйню. Так, это будет очень хороший матч, надо сесть поудобнее. I mean, eyes on death. There's a sentence I wasn't expecting to say today. You're welcome, I said it. And I'm very intrigued to see how well DRX... Гал должен делать пентакилл. Если смотрите, после хороших ходовых игроков замены им начинают уделять больше внимания, или снова игроков всегда будет даваться преимущество. Какое внимание? Типа... В туалете подержать ему или что? Обычно игроки замены играют типа в исключительно редких случаях. То есть на текущем моменте замена фанатиков экстренная. И он не может играть с ними из-за ковида. Это экстренная замена. Как только главный игрок приходит в состояние играть, то их замена не может выступать в матчах. Его сразу уберут. Hey, this champion in lane, way too weak. Any of us could stomp this in a 2v2. And I mean, going up against Deft, right, highlighting DRX, Deft was that standout player for their side. Окей, что смотрим? Нила играет с Конкуэром, да? And we know he can come out with strong 2v2s, but we got a level 1. Кстати, могли выбить с него флеш, алё, он же медный, очень пассивки. Хотя там подбафали немножечко, он не такой плох. Окей, мне интересно, будут ли пытаться свапаться Акали ставить против Джакса, потому что Акали ебет нереально Джакса. Джакс, кстати, стартует с Лонгсворда. Интересная стратегия, тоже так многие делают, потому что Лонгсворд, типа, дает вначале с подками очень много урона с руки, и тем самым с летал темпо играть намного лучше. Джакс играет именно с летал темпо. Что интересно. Yeah, and that's why I feel like a lot of this is actually going to come down to mid jungle, because it's like, okay, DRX having that prio in the bot, they have a solid matchup, but for RNG, they have the winning mid jungle. Shadow having that electrocute should be able to do pretty well into these trades, and then Wei going to be able to do a lot more early on than Pioshik on the mount. Окей, они решили не свапаться, решили стоять как стоять. We've been cheering all day long, but I think in particular, I was quite surprised by how loud that RNG cheer was. Great. Хорошо играет Алистар. В этом и суть матчапа, в том, что, типа, если Рел пытается прыгнуть, Алистар всегда не дает ей прыгнуть. Плюс Нила, как чемпион Тристана, по идее, неплоха, потому что если Нила нажимает W, Тристана просто не может свою бомбу разрядить. Уже был пентакилл, до Брута, да, был. Апсет сделал пентакилл. Да, ребята, АДК сделать пентакиллов 10 штук в этом турнире вообще себе. Эти пентакиллы, типа 3+, это вообще изи, блядь. Это настолько легкая ставка, насколько вообще может быть легкая ставка в этом мире. Типа, учитывая сейчас коллекторы всякие, блядь, люди, которые покупают иногда, типа, сделать киллы, да, есть киллы на АДК, прям вообще изи. Они там делают квадро, а последний килл уже оставляют. Я уху, блядь, нереально ебет просто Акали, это вообще какая-то жесть. Но сейчас придется флеша. Все, худет. Он не туда прыгнул, лол. Ебать. I thought he was being a little bit greedy. Nice setup from DRX, but aren't able to manage to find it in the end.
LeBlanc, at least one of those champions, even when you don't have flash, you're not really too vulnerable in the laning phase, but still it's going to be extra. Бля, а Сяоху сыграл в моменте, когда он флешнул вперед с цепочкой, и казалось, что все, он уже гига дед. Сейчас все плохо у Сяоху. У него нет уже мана, ну, у него нет хп, мана сейчас закончится. About DRX being our 5th seed. Zeka, LPL 2 years. Kingen, LPL for a year. Deft, everyone remembers EDG. I'll take the chronicler stance. Да, он то, что начал клон убегать, это было прикольно. What about the Koreans you have on that roster? What about some of the Koreans you have imported in? Пока что, типа... Ой, ебать, он даже таурхит не получил. Exactly. Нихуя себе он читер, блядь. О, блядь, как же не повезло, пиздец. Еще и забэмил их, ебать, свин. Блять, Вей, то, что могу сделать ФБ, сука. На нем ставка на ФБ. Хорошо, смотрите, Атрокс бежит пешком, можно пробовать трахнуть Атрокса заново. Да, но флэш на флэш, типа, это невыгодный флэш на флэш. Флэш выбери в начале, а потом Джакс флэшнулся, типа, со станом, но у Наутилуса, очень, у Атрокса откатилась ешка. Пёщик. Straight off the reset, looking for a lane gang. No flash on Brief, remember? Yeah, I think this play is really interesting. I mean, the wave is coming in, and we see where Wei is pathing down towards that bot side. Бля, сейчас очень легко убить Джакса, беднягу. He's gonna go for it, boys. He's gonna all in. They're gonna find it. There's no counter strike available. It's gonna be up just in a moment or two for Breathe. Бля, Джакс, только не прыгай вперед, я тебя умоляю. Блять, нельзя сейчас ФБ отдать. О, ему пизда сразу. Стоп, он застанил двоих. Он выживет. Ебать, Маукай так плохо кинул его. Он кинул его в Атрокса, из-за этого тот застанился. Блять, Вей, нельзя делать дракон, нужно делать ферстблад, блять, а не дракон, дубину. Да, очень повезло дважды RNG. Вот сейчас дикое везение, то есть один раз по копии сыграли, второй раз на топе Джакса не убили, когда он типа супер подставился, супер не везет сейчас DRX, они два раза могли получить килл, но не получили. Sending a message to Loud, you conceded and secured 6-minute 35's RNG early out the gate. Now in comparison to First Dragons, they're only ranked 10th in the LPL, 50% of the game they secured. But I think what's interesting about both of these teams as 4th seeds, it is very important to remember that statistically, throughout the course of their respective seasons to qualify for Worlds, neither team has really been Ой, как хорошо демо, что входит. Нормально, так полуебало, оп, снял и все. Yeah, I mean, for DRX, right, there's been a lot of struggles with their jungle position. I mean, actually, a lot of people are surprised that Juhan isn't playing this game. He was so critical in their regional series to be able to get here, pulling out the wins in all 5 games. But Pioshik coming back in has actually been looking at a lot of aggression. We can see him constantly hovering towards these sides, has already been around mid, has already ganked top, and it's only a matter of time for the bot lane player. Yeah, before RNG, it also just felt like a patching as well. Like, in the beginning, it looked good for them with the kind of like, okay, Shahun and facilitation, you just... Ну, как все повсюду, он как-то очень много находится на карте, видите, он все время там топ подкаверил, мид заганкал, на бот сейчас постоял, блядь, короче, везде находится, везде пытается помочь своей команде, прикольно. Also almost getting reverse swept against LNG in their last series. Короче, это, видимо, до отхила. Урон на первом лоле больше намного с лонгсвордом. Плюс эти 2 потки дают больше возможности, короче, бегать. То есть ему нечего покупать больше. То есть, если хочешь купить себе... Если ты играешь с тоником, да, то тебе для того, чтобы было больше муспида, тебе нужно 2 заряда фласки. Коррапшеном урона с руки мало очень. Потому что ты играешь с идл темпо, тебе нужен дэмэдж с руки. Окей, можно попробовать убить Атрокса сейчас. Это ФБ нужно. Давай, бай, ес, блядь, гений прогноза. Отлично. Легкая, ребят, легкая для нас.
be the one with the first reset as well. So with resets coming through from the top lane, with TPs just being burned, with item advantages start being built up Так, from давай, RNG, ББ. they can look to try and move their rotation up towards that Herald to continue to elevate their gold lead. I do want to say, though, right, we're building up RNG now, starting to find a bit of a lead, but coming out of draft, Не, давай хорошо сыграла. Она сыграла с флеша куханом, типа, и все сделала заебись. Traditional ranged marksman, Akali will be able to do better against the LeBlanc later in the game, and even having, I think, a bit of a beefier front line with the Maokai on top of the Rel. Очень важный Герольд. I think for DRX, not too bad if they start to fall in a bit of Есть a шанс, ребят, что будет хикстековая душа. Надеюсь, хоть раз мне повезет, потому что пока что все ебано. And we were anticipating a slightly more strategic, slower game than what we have seen throughout the course of the day. I mean, Lyric, as soon as you stepped up, you said, this could be a slow burn, boys. And we're so far building up towards Ну, пока что самый флексовый пик на чемпионате мира это Маокай, да? Потому что он сыграл с Маокай и с Джони. I don't think a lot of people would have favored RNG in this matchup. And they got the comp to pull up the early advantages. Yeah, and I think especially with that slow burn, right? RNG were never one of the teams who were more towards that stereotypical LPL playstyle of, okay, it's all about blood all the time. No, Да, хистек очень нужен дракон. Пока что РНГ сделали все по красоте. Они как бы играют против Атрокса, это гуд. Они не взяли МФ, никто не взял МФ из сильных команд. Это очень хорошо тоже. Они сами забанили Калисту, что тоже биг. Ну, короче, пока что РНГ делают все заебись. Жалко, что они только Наутилуса не взяли, блин. I feel like from the side of RNG, you can clearly tell where they had most of that priority, right? Riftel had gone over to the Это финальная душа, не повезло тебе, иди давай там, блядь, на учебу, дубина. Повезло тебе, блин. Это хикстековая душа. Сейчас второго дракона забирают РНГ, потом 3 дракона забирают DRX, потом 2 дракона забирают еще РНГ. В итоге 5 хикстековых драконов будет. I mean, again, the observers highlighting all of that deep vision from RNG. It's allowing Gol and Ming to maybe survive the early games a little bit too strong of a phrasing. They're currently on marginally ahead. It picked up an early Drake, setting themselves up for a second one. They got the earliest Drake of the day thus far. But I do want to know how this Neil is going to play out throughout the course of these team fights. It's Почему Алистар популярнее, чем Наутилус? Да потому что чемпионов пикают таких. Алистар хорошо стопает энгейдж, то есть это контр-энгейджер. Соответственно, если кто-то вылетает в кого-то, то люди берут просто Алистара и контрят. Влет Алистаром. То есть тебя летит. Тебя летит, допустим, Рел. Маокай нажимает пушку, все, Рел подкинулась, прыжок сбился. Она также может нажимать... Он также может нажимать вэшку, типа, и потом все будет заебись. Ну, короче, очень много просто сбивает энгейджи. То же самое там с другими чемпионами. Хотя летит тому, он взял, сбил, просто откинул его в сторону. Это не пикают утилок. Потому что утилок же понефили немножечко. Лук понефили W. И командам нужны энгейджи. Видишь, у правой команды энгейджа очень мало. И у левой тоже. Маокай только ультует и все. Он один не сможет ультануть. А так Рил с Маокаем влетают, от Рокс там Тристана и Акали пиздят всех. Бля, ну конечно, драфты совсем другие. Появляются какие-то Тристаны, Акали, Лебланка, Нила, Джакс. То есть, типа, совершенно другая тема. Не то, что, типа, там какой-то, о, мы пикаем снова Джарвана, ололо, блядь, с МФК, уешим всех, блядь. Тут, типа, пики на исполнение. Правая команда Дэш у каждого человека на карте есть. И посмотрите, что есть. Дэш есть у Маокая, у Атрокса, у Акали, у Тристаны, у Риэл, у Джакса, у Вай, у Лебланки, у Нилы, у Алистара. То есть, каждый чемпион может прыгать. То есть, супер все мобильные, супер непростые герои. Блядь, да облачные драконы, ёбаные драконы. Блядь, да почему нет этих стековых, сука, сегодня так уже не повезло, который раз. To at least have some level of faith in their play. I feel like the scary thing later on will just be 5v5s, right? Zeka going into Shroud, he creates so much space, and then Death Free hitting on the back. НГ выиграют 800 золота, но это очень мало. Они не смогли найти вардик. Неплохо всей толпой делают прям этого. Дивайн, у Джакса появляется. Смотрите, где Джакс находится сейчас. Он трапает от Рокса.
if they can push themselves onto Soul Point early on and force DRX to fight them before they're really stronger, could be the play for them. Ебать, вы видели, что он сделал? Блядь, через стену нахуй 3 кушки дал, блядь, минус все ебало. I feel like especially just coming in with the expectations of Kingen. Он даже... А, стоп, хихтек какой дракон, все, заебись, лол. Блядь, видишь, что Дракон что сделал? Блядь, ты подумал, что дракона еще не забрали. Пиздец, Джакс плохо просто трахнул от Рокса. Но он хороший флэш дал. Ну нет, не очень хороший флэш дал, но... Драка была такая, что у Джакса было сильное преимущество за счет его темпа. You are using your power for bias, my friend, but it was beautiful to watch, Lyric. You know, that's what I'm here to do. That's again, that's why we had to make it seem like Jack. Он ее даже не видел, да, он его не видел, в чем суть. Он полностью в блайнд дал фулл прокаст, всеми кушками попал крайней стороной, не видя чела, блять, через стену, даже не дэшись туда, блять. Это был пиздец. RNG are up 1,000 gold, 2 kills to 0. And it's felt like the impact of when moving around the map, just marginally more successful. Pioshik, level 9 on this jungle Maokai. First time we've seen it today. Gulborg going to look for potential engage. Distortion is available. That's one of the escape tools. Just been used. Flashes up too. I am going to say now. Что-то Маокай как-то, знаете, он пытается ганкать, но ему просто не везет, я бы сказал. Блин, он был везде, но везде нихуя не получил. Бля, обидно за пёсика. Вот я позвал на работу, тебе хорошенько выспался. Привет, спасибо. Где можно ставочки делать? На бэтбоме, ребят. Ставочки самые ебейшие. Как подкинут халяву, так я сам буду даже делать. In the mid lane numerous times when both of these mid lane champions are incredibly hard to gank. I feel like Pioshik has tried to be active, like he's literally been around all 3 lanes pretty much constantly, but there just isn't a whole lot of opportunity there with what RNG's picked up. But it's not only just that, it's also just a pathway to the mid lane. Like По 3 пластины забрали обе команды, закончилась лейн-фаза, грубо говоря, 14 минут прошли. Бедняга на Троксе 0-2. Играет неплохо, но что-то, блять, его подкемпили немножечко. And even Ming is going back to base, so this could just be DRX picking up the Rift Herald. Yeah, it's pretty interesting that Xiaohu's even considering pathing towards there, because Barrel's showing in mid right now, so there really shouldn't be any opportunity for RNG to look for the contest. Looks like they were hoping maybe if DRX made a miss. Не, придется дать второго героя, да это, кстати, медвежка упадет. Потому что Xiaohu второго героя поставить сейчас на мид просто и все. But DRX aren't going to give them the chance. Yeah, but good presence of mind as well from DRX. Finally, they have the first move from the bot line, and they utilize that to the full. Возможно, они не будут ставить героя на мид, потому что тут есть Тристана, а они ставят. Странно, я думаю, что они могли так снести. Видишь, сейчас сколько крипов. Просто подходишь, начинаешь бить. Зачем герой был нужен? Странный герой для пёсика, конечно. Tower first blood now picked up. Kingen gets caught up by that cease and desist. Infernal Chains by some time. Way's taking a lot of Ебать, было на коротенького такого, на тоненького, блядь. Неплохо, убили. Там Атрокс чуть-чуть, если бы попал следующей кушкой, он убил двоих, он бы там подхилился под ультой немыслимо. Вай и так отпушалась, потому что была слишком лоу. Подумаешь, Варик появится? Варика никто не будет играть. Не смог, потому что Сакали была ошибкой, да, точно была ошибкой. Типа Джакса пикнули в Атрокса, то есть ребята хотели играть за Джакса в Атрокса. Акали нереально контрить Джакса, поэтому я думаю, что типа играть на топе Акали было бы сильнее. Почему не свапнули, хуй знает. Скорее всего, потому что Атрокс рот ебал играть против Бланки. That at 15 minutes, RNG had the highest amount of CSD at 558 creep score. It's important, isn't it? I gotta say, I am so happy I have finally gotten to experience a quick stat. Yes! Oh, my word. Yes! You are welcome to cost me anytime. Gulborg has given me no love,
at all on my quick. Бля, РНГ, конечно, супер мутанты, блять, они играют против команды Кореи, блять, очень сильной. И они просто их разъебывают по всем фронтам. Топ див, джангл див, мид див, бот див, блять, заебись. Хорошо, нужно состилить дракона, блять. Пёсик, нужно состилить дракона. Если кто не фармит минус 50% CS от лайна, нет. Он больше фармит. Yeah, and that's the big one as well. This long-range Maokai ultimate that has been upped in the missile speed as well when it's finally going forward can be really crucial in terms of splitting members apart. I think the big one for RNG though is the fact you have a reliable cow to stand behind. So he's Опа, идет работа. Chains caught inside the Twilight Shroud, and all of a sudden RNG starting to back away. Начинается лютая пистила, Маокай ультует. Джакс, по идее, будет жить. А стоп, у него нет уже контрстрайка, ебать, он умирает. Ой-ой, это очень плохой файт сейчас для РНГ будет, они могут все умереть. Ебать. Tree does it, and RNG are getting dunked. 4 members down, 1 remaining. And Shahu's running for his life, limping. No flash available. Ебать, он убил от Рокса, блять, what? Deft is showing us why he makes an appearance on the international stage so often. 3-0 on the Tristana already. He's massive. Стоп, а где у Джакса был Counter-Strike? Почему его не было? В него влетели, он мог там спокойно выживать. Но Торкс такой бил, что, типа, конечно, он умирает сразу. Нам сейчас покажут, где Джакса Counter-Strike был. Все сделали заебись. Маокай влетел с флеша, его просто откинули. Все сейчас очень хорошо. Ешка. Он не смог нажать ни одну кнопку, он просто умер, не нажав ничего. Бля, ебать, а почему не нажал Ешку, когда в него чаржится Маокай? Бля, ебать, Джакс руина, пиздец, серьезно? Бля, сейчас засрет ставку на Нилу, блять. Бля, Сяоху, пиздец, должен закилить эту свинью. It just doesn't work out for RNG. And it's funny because despite, again, getting wiped in this fight, we can see on the bottom right-hand corner of our screen, it's not dissuading. Boom, электрокют, full damage, просто бам. DRX. Для ставки по Дрейкам сделано, но Дрейк это важно, что забрали, да. Если сейчас 4 дракона будет, хекстековых, это будет супер гуд. Нажал, ты что, слепой? We did talk about the fact all eyes on Deft, the Tristana as an option. Currently at level 12, continuing to increase that range. Gala on the Nila, 0-1-1. I'm waiting for 2 and 3 items. That is да, я слепой. She's really going to come online. And if DRX а ты не мой теперь, блядь. That apotheosis is going to be gigantic. Yeah, the big thing with Nila is the fact that so much of her kid's skills with critical chance, so when you finally pick up that Rift Hell, you will get way more value. Он не вышел с контроля, да. Этого ничего не мог прижать. The range from EQ, of course, and of course just the lifesteal that builds into it. Like we've seen so many times as well, Nila just forfeits him up into that Deft stance. That's going to do great wonders when you see Deft as one of the main carries from DRX too. I do feel like for RNG though, we might have to start looking at other members, right? Because again, even when Gala gets on those item power spikes, you're going to be jumping into a Rel, into a Maokai, into an Aatrox. I feel like Xiaohu and Breathe are going to have to do a lot of heavy lifting. And can I tell you, the fact that we're playing for a Hextech Soul actually terrifies me, because Jax, Vi, Nila, all going to be really happy with that. Akali, Aatrox, Tristana, all going to be really happy for that. So this is a very impactful Soul. It's almost like it's the best in the game. But I think more so the point to get at there is just the fact that like literally all the damage dealers and carries может ебаться Джакс. Джакс, кстати, есть ФХ сейчас, он должен быть танковый. Ему нужно сейчас купить что-то такое на деф. Я не знаю, он думаю, он мав купит себе. Из этого пуска на ХДР. Больше падений нет. Сегодня пикнуть Трistana после Нила, так Трistana хороший. Я стрим вот только на чем и только на троу, верно? Мы стримим сейчас чем на троу, или про что ты вообще говоришь? В конце битвы Гала 55 минут, да.
I feel like when I'm Бля, я looking at думал, like как все Absolute right закидывают now, все though, for ешками RNG своими, to start пиздец в looking каждом at посте. opportunities to like overcommit to a side, right? Kind of accept Gala's gonna get pushed in mid, send Ming and Wei up towards top, get the push, and then maybe make a play where Xiao is TP, make a double soul lane play on sides, because I feel like anywhere DRX group up right now, they should just be favored. So RNG have to look for creative ways to burn these TPs and to force picks. It's just that. You can also just go for resets at the same time, look for two Хеллбрейкер не solo собирается lanes, так, shadowing из and a КДР boost, because Хеллбрейкер quite не often собирается. you don't expect Я two думаю, solo это lanes Мав, standing on больше the same нечего на lane, самом because деле we've seen quite a покупать. few Это teams либо start Мав, doing либо it and do it Death times Но as если well, он to купит just себе try and Death keep я думаю, things это guarded. гига But so ошибка, у far, него будет слишком they're много both армора. answering to the same Я думаю, strategy. это They're Мав, just я практически waiting уверен, что это around. Мав. I just feel like we're not going to get too much action unless they find Seeker again, which we've already seen them be unsuccessful, until we finally see that next trade come through. I mean, I think every time I look at the minimap, in the Это early вот Ига game, сам I had Бига. to Я скажу respect после RNG игры, что warding on будет the завтра bottom quadrant Бигово. to allow the dragons and give Gala the safety lane. But I think as we've moved now 10-12 minutes plus, both the defensive and the proactive warding from DRX has really allowed them to not be flanked. And when you think of Jax, Vi, LeBlanc, Alistair, any one of those champions Рел is снова very подходит happy на бот, coming поэтому from Джакс out снова of не может vision, драться. coming from behind from a strange angle. There's a Дезденс lot и of Джакс mobility слишком and биг? comp. Не, это But хуйня. RNG Дезденс haven't в этой been игре плохой allowed to предмет. У do них that Маокай because АП, DRX Акали have АП, that Рел advantage. АП. I feel like Макали there's ways нафижено, some типа of уже our visions есть played out, right? For RNG, they've kind of кусок had на very армор, типа controlled ФХ, in-one есть play таби, то position, есть like покупать bot side еще or армор, top side. блять, For ну его Акали DRX, просто look at it, ваншотнет, this ему whole нужен game какой-то has магресс. typically been like a neutral line across the Либо whole он собирает map минус to see хил, where что everyone навряд is ли, либо because they собирает feel маф, comfortable. ну если Hey, он as long Дезенс as like собирает, то Action я хуй doesn't знает, come мне out кажется, он against us, дубина we're просто. fine. And those saplings are definitely doing work. I think every time we catch Pioshik running past and whatnot, just chucking out one of those little space boys. Нет, сейчас будет обычный And стрим. you've seen Просто it сейчас play будем on играть the с bigger ЛК, а cap вечером буду highlight. выходить Again, на Трова you смотреть cannot чем. underestimate, cannot like really quantify just how valuable that amount of information is in a Жека game не like брат that. Олега, возможно, это он. Бля, очень много трапают. Сяоху играет с Лесником и Топером постоянно одинаково. Они все время трапают. Бля, ебать, опасно очень сейчас будет. Бля, ваншотнули беднягу на Сяоху. Бля, DRX хорошо играет, пиздец. Ладно, второй дракон, блядь, главное на Ниле ставку не въебить. 5-0 under Tristana and picking up 2 Hextech Drakes for themselves now. It starts with the tree, and they get 2 for free, and that makes Lyric happy! You know what? I gotta Окей, 2 хистых дракона apologize. хотя бы, People хоть Gallus что-то. out there, Chronicler have been ribbing them quite a bit, but for DRX, I mean, when we've been talking about RNG wanting to make these plays towards sides, wanting to look for these picks, like, if we know that, you know who else knows that? Yeah. DRX know exactly what RNG needs to do to find advantages in this game. Really nice Да, но play Сяоху не overall. может быть Arrow такого getting a контроля. nice Джакс stun, типа and там once как-то the может, roofs а come вот down, there's really just nowhere to go. ЛБ There's без also шансов вообще. just a big difference in terms of team setup there. There's 3 members of RNG going in towards that bush, where it's 5 members of DRX being ready for it. In terms of planning and У него setup, будет слишком много DRX is just the армора, one that's настолько, ahead что of это it будет right now. кост неэффективно. And honestly, kind of looking back at earlier, something that Dash was hitting Соответственно, on покупка Jax армора is не имеет никакого when it смысла. comes to Worlds Поэтому он, best скорее всего, не ones, покупает его. that's never really been the LPL strong suit, right? I mean, it's been where they've been able to lose. Heck, even thinking about last year RNG, they were in that group with Но Fnatic, учитывая, who что он с didn't have бэка their ничего не full купил, roster, скорее dropped всего, the он only собирает to все-таки them, Дезденс, just но это тупо. DRX now getting the best of them so far. Потому что если бы он покупал бы Мав, он купил бы себе Магреску, либо Лонгсворд. А на Дезденс нужно покупать на таком этапе либо Пикакс, либо... Нет, он мог купить арморку за 300 в этом случае. Ну, странно, короче, я не знаю, что он делает. Джакс, возможно, у него вообще денег не было, даже 400 голды. Блин, пока что Нилу мы вообще не видели в игре. То есть Нила что есть, что нет, ее пока вообще не видно. There's just been no opportunities for RNG to find those flanks, to find those picks. Yeah, I feel like 3000 золота РНГ уже отстают, они выигрывали, сейчас типа начинается сосать дико. Причем типа в лайте я бы сказал, что... Если я бы сказал, что РНГ аутскиллит. Но, блядь, там нужно смотреть, что делать Тристана будет, потому что Тристана очень сильный в лейтгейме. Но при этом Нила блочит дэмэдж. Ну, Дефт очень хороший АДшник, то есть нужно смотреть, что он будет делать на Тристане. Если он не будет интить, то я думаю, что сейчас очень трудно будет камбэкнуть катку. Мав — это... Итем, который прокает шилд на Магресс. Как он называется? Зов Мамортиуса? Ах, я не помню, короче, как называется. DRX gets so much mobility to move around as a 4-man unit, because even if in the 4 versus 4, it's still DRX that's going to be winning out on this. 5 to 10 minutes ago, Breeze was 2-0-1, just taken towers, was in a position to kind of overtake the game. DRX managed to slow things down,
common out. Где Pick up поможете, 2 ну вот hextech да. back to back. And I have to ask, is the next tower's about to fall? I mean, Lyric, expectations from regional play versus what we're Патрос seeing купил себе now. Can магреску, we тоже draw нужна some магреска, чтобы не inferences ваншот now или with бланк. 30 Или бланк, minutes кстати, in? ёбнутый билд. Or do you think it's just Full the пинтеру. compositions are kind of influencing what we're seeing? I definitely think compositions are influencing. Again, I feel like RNG's Тристана может ваншотнуть Лебланка вообще прям в соло. Кстати, очень странно, что Дефт играет с хилом, блядь. Почему у него хил против Лебланки, против Атрокса? Ой, против Лебланки, против Джакса, против Вай, против Нилы, блядь. Где экзо стали? Что за бред? Может, про это хорошая команда или это очень сильная команда сейчас играет? Обе команды сильные. РНГ, типа, в мае была самая сильная команда в мире. 305 крипов Акали, ну 315 крипов Нила. А, ну видишь, что купил Джакс? Он купил себе Блокливер, я забыл про Блокливер. Ну да, ему хп нужно было. Ну, Дезенс ни в коем случае нельзя покупать здесь. Сейчас он будет покупать, скорее всего... Купил себе Магресс какой-то, потому что Магресс обязательно нужен. Человек говорит, ну хорошо, что он не питает экзост, чего вообще за бред, блядь? Вай летит на него полчаса, блядь. This going to be enough to turn around a 3,500 gold deficit? I mean, the Tifa has to be perfect with that ult, and it may not even get a chance. Бля, нужно дефить нужно браться, дефить на Шора. Состирить Фей, настирить на Шора надо, блядь. Hit point secured. Kaz on the back line can hop over the wall. Flash available to him. Baron has been stopped there. Yeah, we see they are able to force out the TP. Выбили телепорт, хорошо. Это нормальная тема. Профессиональная команда, когда стартует на Шора на такой минуте, самое главное, это первое выбить телепорт. Сейчас нет телепорта у Джакса, Джаксу придется что-то делать. Будет дракончик строить 8 секунд. Нужно забрать еще 4 драконов. Нет, 4 не получится. 3 получится. 3 дракона надо забрать. 3 хистековых дракона, братцы. 1 DRX, 2 для РНГ. И все это будет заебись. ЛБ полсекунды. Да нет, когда ЛБ летит, у них пинг 7, типа, точнее пинг 0, типа, а там все нормально, все видно, все успевает снажаться. О чем ты говоришь? Опа, влетают по Троксу, очень стрёмный энгейдж какой-то. Пиздит очень сильно Алистар. Алистар бежит к стенке, пытается флешнуть. Флешается, отходит. Очень как-то стрёмный энгейдж, залетел в Атрокса. Но это нормально, сейчас заберу дракона себе, просто DRX, и все будет ок. Их проблем с этим нет. Можно забрать Vision сейчас на Шоре, потому что есть времечко сейчас. DRX это топ-4 команда Кореи. Она нихуя не выигрывала, ничего такого не делала, но у нее очень хорошие команды, очень хорошие игроки играют. Дефт, ну, не, типа, очень хороший атакер в Корее, не знаю, он играет уже там лет 10, типа, и он всегда играет хорошо. Берил — это чемпион мира, который выигрывал чемпионат мира, он выиграл весь Worlds в команде Давунке. Остальные Жека, типа, вообще first time я вижу его. Пёсик, типа, неплохой чел, он, типа, лесник такой, катает на всяких танчиках, он там в какой-то момент популяризировал Удира, которым играли очень долго. Это было какой год? Это был 21 год, если не ошибаюсь. Окей, можно состирить сейчас. Ебать, Сяоху силит, блядь, на Шора, чего? Ебать, Сяоху, блядь, просто вытаскивает прогнозы, блядь. He shows why. And Ming is the only casualty of that play as well. We need a slow-mo replay of that to see how that actually went down because Wei is denied entrance to it and it's Shahu who picks it up. Ебать, там вся аудитория орёт, Сяоху, блядь. Так, а что было вообще? На самом деле никто не прикрыл, видите, Вай никто не прикрывает, из-за этого ее рутает. Ну, у Лебланки проказ дамажит столько же, сколько дамажит смайт, это нормально.
That's so sad for DRX. Okay. Is this enough to bring RNG back into this game? We know Breathe can split push with the Baron. Как играть за Нилу? Ну, не знаю, Нила пока слабая. Я редко видел хороших Нил, типа, но я верю в том, что у героя есть потенциал, поэтому я поставил на нее. Как играть за Нилу? Ну, типа, вылетает Вай какая-нибудь, да, вы ваншотаете Тристану, потом залетает Нила в 4 милишников, стягивает их всех, нажимает W и режет всех под ультой и станами Маокая. Не Маокая, а Алистара. План примерно такой. It's not completely on even footing just yet. Yeah, but you can see at least they're in a position where they're contesting push on towers now. They're so Очень важная мидвышка до сих пор жива. with Baron buff, at least they can move the pressure a bit around. Breathe push in bot side, he get the first move. They get a bit of damage on the mid turret. You can continue this trend. Сейчас капсула под этой первой стил на чемпионате. Я не смотрю, ребят, через лоу спорт, мне похуй на капсулы, поэтому я не знаю, как все работает. Это первый стил на чемпионате, да. It was answered with the Tristana. 0-1-1, 3.5 items completed, but Deft back on the world stage. 5-0-3, 4 items completed. Окей, 3 еще хистекового дракона. Бля, эта игра, это просто, бля, раздолье для моих ставок. Лесной Серафим только не хватает, и все. Если бы левая команда взяла лесную Серафину, было бы вообще круто, потому что они бы въебали быстренько. И получается, Галла вывел бы на Ниле, на которой у меня ставку. Вэй сделал ФБ. И все вообще по кайфу. Had 2 unsuccessful years in the LPL, makes his way over to the LCK, where it was a little bit hot and cold, right? Had moments where he looked like the second best mid laner in the league after Chovy, but also at times where he wasn't so hot at all. So nice to see him come in, deal with the aggression coming from Xiaohu, and honestly get the best of him so far. Тристана не может улететь, типа, Вай полетит за Тристана, если Тристана полетит на вешке. Единственная проблема Тристана это, точнее, Вай, это то, что Тристана из Джонни. For Breathe to continue on the top side. The problem he's running into right now is that no one's in a position to actually facilitate him with vision, and because of that, he's so scared to walk out. Because if he gets picked up before Drake, that is just a soul going over. Если Серафин ты не рофл, это рофл. Мне нужно, чтобы Серафина была самым популярным чемпионом на другие линии. То есть мне нужно, чтобы ее пикали на все линии. Соответственно, Серафину уже пикнули один раз на АДК. А мне нужно, чтобы она была на всех ролях. Хотя бы на саппорте и на миде. Да, будет 3 роли, это уже типа нормально. Поэтому нужно, чтобы ее пикали на все роли. Ну, я хочу, чтобы ее пикали просто в лес еще. Нормально, там 400 крипов, да, на 35-й у ребят. I feel like they need to control both entry points into River and define that angle onto Deft. Xiaohu Wei, and then either one of Breathe or Gala. And this is also one of the better times because at least you have Блин, ну сейчас РНГ забрали дракона. Если РНГ сейчас заберет дракона, в этой игре будет 5 хекстек драконов. Это вообще с ума сойти, блядь. It can just be a way for RNG back into it. Nature's Grasp is available 2 seconds before the dragon spawns. Death caps secured for both mid laners. The Drake is inside the pit, and so is Wei. DRX grouped up. Бля, вдруг эта игра еще будет идти 55 минут, это вообще кайф будет. Герои один на все? Нет, такого нет. Герои, которые могут хватить 3 роли. Маокай, Грагас какой-нибудь выживание. Блин, так что все, попрохнулся ешкой. Вай забрала, Вай засилил. Ебать, убивают сейчас песика. Песик еще живой, убивают Маокая. Умирает. Блядь, там Тристана будет сейчас по всем прыгать. А нет, не будет, еще все нормально. Ебать. Ой-ой, какой плохой. Ебать, 1000 для Джакса, блядь. Джакс может всех убить. Zeka's running for his life. 2v1. It was the Jax, but it wasn't in the side lane. It was in the fight. I honestly cannot believe that RNG were able to bring that back. Way, you still gotta be careful. Ебать, стоп, у нее новый ульт. Ебать, она сбила, что? Ебать, Жека ебет, блин. The man from the mid lane steps up.
Блин, они расплитили. Зачем они побежали в разные стороны? Вай и Джакс, блядь, столько золота дали для Кали. Кали купит всего став и всех будет убивать. The fact that Breathe managed to play that so well, found numerous times he four-stepped away until he was finally able to get the lockdown was huge. The problem is, for RNG, it's looking like Breathe, but for DRX, they have two carries now. They have both Zeka and Def stepping up. I mean, 4-0 and 7, 7-1 and 4, and look, Def now has Бля, the ебать, GA, конечно, происходит, бля, Gallo's already жесть. popped, and with that, DRX feel very confident to look towards this Baron. Yeah, and you know, 10 seconds still on Brief. He does have that teleport. It's the question, can the members of RNG stall it out? As it's looking right now, no, you don't even want to kind of risk that one member is going to be going down, because then that will just be Конечно, the шор game. так отдали. А, 5 стековых драконов. Застиленный на шор. Пик Нилы, бан Кайса, пик от Рокса, блядь. Все в ВДГ сводится. Главное, чтобы РНГ выиграли, блядь. Это будет идеальный прогноз. Кстати, Гал нормально дал в этой игре, в этом файте. But then we see Breathe able to get in there, forces him back. Def actually has to jump over the wall, uses that heal early on, and then him going for the rocket jump in Goldberg was absolutely crazy. It just felt like that was the moment Brief waited for as well, because you see Def had a plan, he had the flash, he had the stopwatch, but Brief just holding on to the counter strike, like really waiting. Ну тут почему они не могут идти вместе куда-то? Почему Вай идет одна куда-то? Что за бред? И то, типа, тут получается... Видите, он ультой, он сбил кочку. Кочкой ульта Кали, это вообще жесть. Кали купил себе став, да, фуловый одной кнопкой, пиздец. 4000 золота, 4500 золота. В целом на такой минуте это вообще не важно. Трistana сейчас, конечно, вышки все соберет. Мало что можно сделать. Либо энгейджим, либо отходим. Just keeping RNG in their own base, so they have no vision to play around with when their Drake finally comes up and gets active. It seems just like you can continue here, get good reset timers. You can even look for fight if Min gets pulled in. He doesn't. Блять, сколько мелких молкаев бегают. 3,000 gold advantage thanks to the Red Bull Baron power play. A minute left on the siege. Bottom inhibitor is exposed. Middle is being secured. The little sapling is slowing down. Нужно пытаться дефить бот-ингип любой ценой. Nearly invisible this game. It has been about the deft Pyosik show, really flanked and supported by everyone on DRX. Please don't get me wrong, but the way that those team fights and the vision. Можно подраться сейчас. У Тристана еще нет самонеров. Бля, отходит. Maintain any foothold in this game. 2 waves of supers. Baron's gonna time out in 30 seconds. You do not get a better play, and 30 seconds to Drake. Yeah, and honestly, RNG were one of the best teams in the LPL regular season at finding comeback wins, at falling 5, 10K gold behind, but still able. Whoa! Quick shot. I gotta say, when we have LPL versus LPL, I have no favorites. I have no favorites. I haven't followed our fifth seed too heavily, but thank you, Chronicler, for that. Now, 20 seconds. Both teams is currently on soul point, and even though сейчас будет драка финальная в этой игре. За дракона все будут драться. У Лебланки есть 5 айтемов, у Тристана 6 айтемов. Ну сразу стартовать, типа, без каких-либо промедлений. Ждать вообще нельзя, ждать нечего. Опа, ваншотнули рел полностью, но костов сейчас нет. Опа, работает неплохо под... Вэй работает по Тристане, Тристана вышла. Хотя Акали очень лоу хп будет сейчас тпшиться. Можно пробовать играть, можно играть. У вас больше, намного больше. Сейчас Акали будет тпшиться назад, блять, надо съесть дракона. Блять, он забирает. Да все, ГГ, блять, говно. Фак. Бля, Гала на своих, блядь, ниде, конечно, обоссал все, что мог, блядь. Пиздец, ладно, хотя бы 5 их стековых драконов было.
have to keep popping off. You asked why, he answered. I can't believe you actually managed to steal that as a Maokai of all of the things. Now Brief doing his best to hold it up, but he's still fighting 5 members off the side of DRX. Это даже не был стилом, ребят. Левая команда нанесла больше урона по дракону, чем правая, поэтому это не считалось стил даже. Там написала типа Слейн не столен. Hey, look at that face. It's never a bad day for anyone in the world. Exactly. Everybody, all of 5 драконов, Стилнашора и ФБТВ, да. Обидно, что Нила въебала. У меня Нила стоит, блять, как highest win rate чемпион в чемпионате мира. Seka as well in the mid lane, like them two was just a wonder duo in this game, and even for Yoshi. Well, I also want to again. Бля, блять, пентакил не сделал, блять, игру до 55 минут не затянул, блять, ну что за свин, блять.